Всем привет, меня зовут Антон Дорофеев, это футбольный канал «Спорт24». Многие европейские футбольные гранды имеют свои фан-клубы по всему миру, и Россия здесь не исключение. Но одно дело поддерживать Баварию или Реал, а другое дело болеть за команду из английского Championship. Сегодня в программе русский фан-клуб английского Миллволла, клуба из юго-восточной части Лондона, который известен не столько своими результатами на футбольном поле, сколько суровыми хулиганами, которые являются культовыми для всей субкультуры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну а если будете писать хейтерские комментарии, не забывайте. Это в движе, будет интересно. Вся предыстория началась в 2001 году, когда в Англию были первые поездки наши. Как-то через общих знакомых вышли на именно миллвольских фанатов. Встретился с ними, там, попили пиво, поболтали, нам оказались обычно нормальные мужичилы. Ну, тогда ж помнишь, когда все это была общая волна поклонения перед Англией, там появились первые какие-то фильмы, всякие вырезки, журналы, все собиралось, все копировали эту манеру. Они казались такими небожителями, полубогами. Вот, все брали с них примеры, все фирмы строились на их подобие. То есть, когда там уже приехали воочию туда, к ним в Англию, там, в пабы, ну, так, немножко, конечно, все померкло. Вот, когда там ты смотришь тоже там Макентайр под прикрытием, там видишь эти черные таблицы самых Most Wanted, хулиганс, а потом приходишь в паб, вот они с тобой сидят, бухают, там, суд за углом, ну, там как бы, ничего тогда, можно же так поливать? Можно. Вообще, да? Ну, нормально, в общем, такие же люди, собственно, и ранимые, и сентиментальные, но с историей, там, со своими трагедиями, проблемами, все как у всех людей, в принципе, вот. Ну, удалось, в основном, как бы, так получилось, что в Миллволле я сразу попал, общался с Стритманом, да, и как бы они, собственно, билеты брали на матчи, с ними сидел на 28-м секторе, 28-м блоке, ну и в пабе, как бы, Golden Line, там был я, и людей много из Москвы приезжало, там, и мясо, и конь, там, динамики, все, как бы, мы вместе тусовали, как бы, с ними, то есть совершенно на равных и абсолютно без какого-то там косяка, давления. Я прочитал книжку братьев Бримсонов, выяснил, что Миллволл самая крутая команда в мире, что у них самые крутые хулиганы, и стал за него болеть. Ну, на самом деле было все не так. Реально, в 1995 году мне довелось работать в британской строительной компании. Правда, это было недолго, там месяца 3. Работали здесь, в России, как бы они строили завод там на Северном Кавказе вообще там для американцев. Так, в общем, случайно туда попал, просто в языковой школе учился. В моем представлении Миллволл это какие-то стали там супер отмороженные болельщики, которых боится, в принципе, вся Англия. Ну, вот эти парни были вполне адекватными, как-то мы с ними сдружились. Они выучили там слова на шпаргалках, там могли коряво сказать шашлык, картошка, пиво там. Ну, как бы командировочные спускали легко, и были там гвозди программы, в принципе, в любом кабаке. Ну, как-то для себя решил, вот, буду следить за этой командой. Когда я смотрел какую-то игру, это была Лига 1, я уже не помню, что это за матч, но там была рубка. Счет то ли 3-2, то ли 4-3, там чуть ли не оторванные ноги, подкаты. Нет, футбол веселый очень, и никто, да. Это не Стерлинг, падающий там в чужой штрафной, после там на него подул кто-то, да. Здесь мало тактики. Ну, то есть вот здесь есть свой цимис, которого 100% нет в России, которого нету уже при игре топ-команд английской премьер-лиги, да, внизу он еще сохраняется, потому что там нет бюджетов, да, там все-таки больше за счет мастерства и вот именно характера, да, а наверху, там, извини, ну, там, ты купил Санчо, там, за 80, ты купил, там, Холланда, там, за 150, ну, ты, по сути, чемпион. Через наш состав прошло много признанных во всем мире футболистов, таких как Тедди Шерингем, Тони Каскарина и других. Из современных игроков я бы назвал Харри Кейна. Но, конечно, символом Миллволла являются его болельщики и знаменитое логово, домашний стадион клуба. К нам приезжают со всего мира, чтобы увидеть и услышать то, как у нас умеют болеть за свою команду. Мы называем себя самым маленьким большим клубом в мире. И я думаю, что важным было бы помнить, что наша известность по всему миру сформировалась благодаря средствам массовой информации.
Все началось с преснопамятного сюжета в программе «Панорама» на канале BBC, вышедшего в 1977 году. И, конечно, она еще более расцвела после беспорядков в начале 2000-х. Сейчас она знает все и в премьер-лиге тоже. И с нами считаются с той только разницей, что теперь вокруг матчей нет такого количества полиции и гораздо меньше шансов получить по башке. Так что мы любим себя и наш имидж. Нас никто не любит, нам плевать. Как с ними общение? Тут хороший английский был? Ну, как хороший, я никогда академически не учил. Такой, ну, хватало, я мог объясниться. Естественно, я половину не понимал, что они там, ты знаешь, что это вот кокни, вот эта штука, там даже педагог по английскому не все поймет, как они общаются. Еще половины зубов нету, знаешь, что все по классике, еще полупьяный, пойди пойми, что он там говорит. Ну так, да, там что-то вникаешь. Ну, узнал, как правильно петь песню No One Likes Us, например. Кто-то написал, что ее поют на мотив I'm Sailing Рода Стюарта. Хотя его никогда не слушал, но пошел, купил диск, блин, с этой песней, включил, думаю, ну вот, хоть понял, как... Мелодию. Да, хоть мелодию знать. Ну, такие вот, да, смешные эти моменты, блин. Слоган «No one likes us» появился, я думаю, в тот момент, когда мы испытывали на себе большое общественное давление. Весь мир был против нас, и мы были вынуждены вместе пережить этот момент. Кроме того, мы испытывали на себе политику правительства консерваторов, которое, как известно, очень плохо относится к футбольным фанатам. Постепенно этот слоган вошел в концепцию клуба. И теперь товары с его изображением, как и с изображением льва, символа Миллуэлла, можно купить в клубном магазине. Это наш уникальный символ. Это то, что выделяет нас от остальных. А так на матче, ну, во-первых, на первом матче это был финал Кубка Англии. Манчестер Юнайтед Миллуэлл. Уэмбли был тогда на реконструкции. Значит, матч был на Кардифф Миллениуме. Вот. И вообще туда чудом попало. Туда мне билеты не смогли достать, потому что там чуть ли не по 800 фунтов перед стадионом продавали спекулянты. У меня был хороший товарищ, сейчас до сих пор есть. Он работал на тот момент в «Спортэкспрессе» в газете, обозревателем английского футбола. И он пошел там, ну куда там, к начальству, говорит, можно сделать аккредитации. В общем, фактически мне билет достался вот через газету. Я смотрел матч в пресс-секторе. Все сидели там, строчили отчеты на ноутбуках. А я нашел, там стойка была, тут то ли Калсберг, то ли Карлинг, не помню, тут был спонсор Кубка Англии. Короче, пиво бесплатное наливали. Вот если я набрал пивасов там на столике, там сидел, смотрел футбол. Было два иностранных журналиста, как сейчас помню. Вот. И они так все удивленно, там, потому что они лайв, там, знаешь, все это пишут там отчеты, какие-то новости срочно, а я там пиво пью и кайфую. Не то, что прям друг, но хороший мой знакомый. Это Джинджер Боб, основатель F-Troop, как бы человек. До сих пор живой, такой мощный старик, крепкий. Ну, рассказывал много интересных историй. В частности, там, как, знаешь, много говорит, что он придумал миллуэллский кирпич, там вот это, но, в принципе, это не отрицает. Мы его проектнуть это не можем. Ну, вот, в принципе, есть... Они реально вот, понятно, что складывали эти монеты, бумагу, и вот реально, извините, потом... Не, ну не суд, это, конечно, все по басенке, и даже по поводу монет, там, знаешь, как, в основном-то там бумага вот эта, вот так вот загибалась. Вот так. Это потом уже монеты были, и какие-то истории там про Санье, но я не знаю, конечно, я не видел. Видел, как просто журнал там скатали, и что-то просто журналом дали, обалдел вот так, и все. Видел, как, в принципе, чикали, ну так, не прямо, но так уже потом эти кровавые эти мозаики видел, в принципе. Вот. Ну, рассказывали всякие истории смешные про шеффилдский Биг Бен. Когда двух фанатов Шеффилда поймали, отвезли куда-то в доке, там в какой-то полуподвал закрыли, заставили их каждые полчаса петь No One Like Us. То есть они там целый день сидели, пели, целые сутки. Сказали, если не будете, замолчите, короче, двое вообще-то за ноги подвесим, у нас тут, будете болтаться, вообще порежем нахер. Там ты чувствуешь, что выходишь вот в этом южном Бермоте, да, и как бы появляется, то есть там два указателя, да, там направо условно для нормальных, а налево для приезжих гостей. И когда если ты поворачиваешь налево, ты как бы попадаешь в некую трубу из панцирной сетки, которая без выхода ведет тебя прямо к гостевому входу стадиона.
станции электрички, да, ты между там заборов с колючей проволокой идешь прямо. Это не метро, это именно электричка. И ты идешь вон туда, да? То есть, да, ну любой матч. Не, ну, такие... Чтобы не напали, чтобы ничего не было. То есть ты вот это чувствуешь. Там на Милуоле, то есть, что немаловажно, там же как таковых нету какой-то общака, они никогда не собирали общак, у них всегда были разрозненные группировки. Самое старичье это были бушвокерс, они еще с таких там времен, там, с 50-х лет, там, с 50-х годов. Там же основу составляли Тедди Бойс, еще хулиганы. Актер, знаешь, Майкл Кейн такой есть, который из секретной службы Кинсман, ну такой старикан, там в Джеймс Бонде он играл, он же там такой активный член был, у истоков стоял этой всей движухи, вот, Elephant Castle район, там такой он жил, там все оттуда выходцы были, все белое хулиганье, вот эти Тедди Бойс, они как бы составили костяк. Ну, потом где-то в 80-м году появилась F-Troop. F-Troop были такие более, собственно, подобия какой-то хулиганской группировки, такой, как мы понимаем. То есть там был общак у них, то есть у них там были свои какие-то связи с бандитами, они там, в общем-то, уже криминальничали. Бушвакеры были просто такие, ну, пьяницы и драчуны, собственно, но не без фантазии, скажем так. Все такие основные замесы делали они. А потом появилась молодежь помоднее, которая там уже на волне там рок-н-ролла, там всяких этих дел. Ну, вот появился Тритмент. Где-то мои ровесники, наверное, где-то лет там 43-47, вот так вот. Вот, они такие уже. Не совсем грибы, как эти Бушвокерс там и F-Troop. Вот, а они помоднее были такие мужики, как бы, да. Работал человек в госпитале Сент-Томас, там у них в ординаторской шапочке, да, дергал. Ну, это такая как фича у них была, собственно, оттуда пошло. Там, конечно, обросло сразу тысячи каких-то подробностей по поводу, что они там скальпелями режут, ходят там. Ну, это ахинея полная, короче. Так людям for fun было это дело. Тот придумал, что там они назывались, типа, что какой-то там мем главный сказал английский, что там надо лечить этих хулиганов, ну, вот этот тритмент, там, лечение, вот это как это пошло, но не более того, это все такие побасенки были. Ну, то есть он сказал, что лечите, они как бы в ответ стали... Типа того, да, типа вот мы лечим, да, короче. Каких-то вот, как вот в других командах, там какая-то фирма основная, да, у них там вот куча мелких мобов, которые там всю жизнь друг друга знают, да, ну и при каких-то... Это даже не мобы, это все. Здесь нужно просто поговорить по истории клуба и футбола английского в целом. В 1840 или 42 году был принят парламентом указ о том, что женщины и дети до 10 лет не имеют права работать в шахте внутри. До этого они работали. То есть это нищета, это промышленная страна. В основном более денежный был север, юг был менее денежный, да, но шли процессы укрупнения городов, построения фабрик, заводов. Соответственно, с сельских местностей народ из деревень перебирался на заводы, жил в ужасной нищете, в трущобах. Выходной день был один, это воскресенье. И, как правило, воскресенье это церковь, с семьей вместе, чтобы в понедельник идти работать снова. Да? Стали привлекать, ну как, поднимать спорт. Потому что спорт отвлекал от вот этих вот замесов, да, которые постоянно проходили в пабах. Пабы появились раньше футбола, потому что народ там бухал после тяжелой работы. Да? Первые клубы все практически, вот да, они в смотреть, они основаны при пабах, то есть при каком-то пабе там. А Милуол организовали, ну, говорят, рабочие, на самом деле, конечно, нет. Ну, руководство шотландской консервной фабрики, которая там была, да, и как для своих рабочих. И цвета, они вон синие и белые. Да, синий, ну, такой вот этот вот тон, более, там, более шотландские цвета, синий верх, белый низ, синие гетры, вот они так начинали, да. Первые игры начали ставить на 15:30. Потому что в 3 часа заканчивалась смена в доках. Да, кстати, единственный клуб, которому на полчаса сместили время. Народ забегал выпить пинту пива,
отсюда, кстати, почему во всех английских пабах пьют стоя, потому что не было времени, и почему там не едят, потому что не было денег, да, и народ преимущественно откуда вот эти пай, вот эти пироги, потому что народ приносил с собой, ел, бежал в паб, быстро пил пиво, стоя, и бежал на футбол. Да? То есть вот это вот занятие. И они смотрели футбол, после футбола они опять шли догоняться, дальше приходили домой, без драк, без убийств, как бы все нормально. Утром весь состав шел на работу. Знаменитое противостояние с Вест Хэм. Как там оно чувствуется? Вот. Слушай, ну, я тут как-то с общим знакомым ездил по этому району, и Баркин, и Аптон-таун, в Поло Миллуолл, как бы, особо меня не прыгали, может, повезло, конечно, но так встречались там с человеком из Айсеев, мой общий знакомый там встречался с ним. Но, да нет, они, в принципе, болотобойцы, они всегда были людьми-то не последними, уважаемыми. Там просто исторически как бы это сложилось, их река разделяла. Вот, и все были, оба были голодранцы, там, что одни, что другие, работяги обычные. Вест Хэм последние лет, наверное, 30 играет в другой лиге, поэтому это если кубок или ну просто как-то вылетал он там, да. Опять же вылетел, вышел обратно, когда Авраам Гранта самолет летал. Просто начиналось с того, что, по-моему, в 30-м, что ли, году или около этого была забастовка. Забастовка, которая была связана с требованием повышения зарплаты рабочих. И те, и другие работали в доках, просто в разных. И Миллуолл эту забастовку не поддержал. И как бы вот с этого начались какие-то терки вот такие футбольные, да. Но на самом деле тут немножко другое, просто соседние районы. И они без футбола мочили друг друга, а потом футбол появился. Они стали мочить друг друга с футболом. В начале 20 века там уже у них травмы были. Да, там как бы и криминальная составляющая, потому что сферы влияния, там, торговля той же наркотой, спиртным и прочей фигней, да. Да и просто как вот, там, не знаю, в начале 70-х стенка на стенку. Ты в Москве мог перейти вот так вот дорогу и уже огрести вон там, да. А там это еще жестче. Не, ну это на уровне там России. Ну вот сейчас с какого-нибудь кубки, если попадут они, то посмотрите там. Наверняка будут опять и лошади, и собаки, и вертолеты. Очевидно, с точки зрения истории, главный наш оппонент – это Вест Хэм. Тут, я думаю, и рассказывать не надо, все уже описано. Да как бы и быть по-другому не могло, мы почти столетие друг друга ненавидим. На второе место я бы поставил Кристал Пэлас. К истории это не имеет вообще никакого отношения, просто мы с ними играли еще больше, и у нас хорошая статистика личных встреч, причем не только футбольных. В конце концов, они от нас находятся совсем близко. Где-то с 2012 года список пополнился ребятами из Чарльтона, и это даже немного странно. До того момента нам было решительно на них, но потом мы с ними сыграли много матчей, и теперь у них молодые резвые ребята. Так что их можно отнести к главным оппонентам тоже. Если вы пойдете на матч с участием Миллуолла, то поймете, что практически со всеми, с кем играет команда, у нас что-то вроде войны. Ну, конечно, самая жесть творится на матчах с Вест Хэмом. Но им список не ограничивается. Например, в 90-х были столкновения с фанатами Кардифа. Неприятности могут произойти везде, даже если мы играем со Свонси. Даже в самом маленьком городе на земле. Сейчас, когда приходят из Англии какие-то видео, связанные с событиями вокруг футбола, там очень забавно. Люди чаще всего кричат что-то друг на друга. Да, вот эти взмахи там какие-то, но дальше этого дела не идет. Это там действительно все... Слушай, ну я сколько этих потасовок видел, там этого факов и камон, и там типа плеснуть пивом, там кинуть в стакан, может быть, один раз. Это вот все, это прямо акция. Ну так, то есть там растаскивают. Ну, люди тоже там, понимаешь, там, во-первых, за драки сроки светят, там не разбираются, там сразу тебе представляют, даже если на полгода или на 3 года, на 3 месяца там
но все равно как бы Неприятно. подострешь себе нормально там и по работе, и по какой-то там тебе сразу возьмут на экран. Поэтому так стараются. Там же везде уже камеры, то есть там в любом даже поссать нельзя за углом, чтобы тебя там не запалили, понимаешь? Ну, то есть люди, которые... Тогда еще было в начале 2000-х, а сейчас тоже вообще не знаю, там, наверное, дроны над Лондоном летают и все покрывают. Не получалось почему-то ездить на выезда внутри страны, были на домашних матчах, но пробили в 2004-м Ференцварош в Будапешт. В такой самый замес попали там в метро, такие нам не кислые были махчи. Одного там бритиша прирезали какие-то венгры. Ну там у меня венгры знакомые были. Ну что-то мы сидим с англичанами, и там мне приходят, типа, блин, чуть ли не беги, где-то там бегите, блин. И там эти вылетают венгры, блин, ну они здоровые, конечно, все такие, спортики, бомбера с телескопическими дубинками англичан там покрошили. Ну, так смешно было. Нет, так, конечно, все по классике было там, то есть весь выезд был, ну, такой прям футбольный. Братиша там повалили, венгров нормально в метро, там вагоны же, как Мытищинский завод, вот наши вагоны. Ну, так сыпанули там, были замесы. Но такой выезд, такой запомнился, конечно. Да не замечал я прям вот какой-то особой там моды, да? Одевается по деньгам просто. Ну, по Атрибутику деньгам не понятно. носит. Не, ну какой... Атрибутику не носит. Атрибутику мало очень, да, кстати. Ну, вот Атрибутику носит в основном молодежь. в основном молодежь, да. Ну, Или вот то, что называется кузьмичи, да, то есть он, может быть, куда-то переехал, он вот взял сына, он пришел, вот они в майках, вот это вот не оттуда. не, ну, это есть другое, какой-то casual другое. стиль, там, примерно как у нас, да, но есть какие-то бренды, там, ну, на этом не зацикливаются абсолютно, то есть... Ну, если посмотреть так по трибунам, там, да, какие-то трансляции, вон там, посмотреть там, что, в принципе, увидишь там эти. Ну, на компасах все в основном, как это классика, не увядающая, наверное, до сих пор, наверное, как кто-то носит по моде. Кто-то, наверное, у шмоток больше нет никаких, только Stone Island остались. Вот. Да и носят, в принципе. Да, они же такая, качество-то говно в Stone Island, сам знаешь. Они же рвутся, блядь. Не, вот есть неубиваемые вещи там, да, вот люди там носят, там, Генри Ллойд тот же, там, он же неубиваемые шмотки. Да, реально, я там помню, приезжаешь, там, человек 5 лет в одной и той же ходит с вишкой, там, все нормально, поло, блин. Ну, они как бы, нет, бритша модники, они как бы, как и итальяшки, понимаешь, это немцы там какие-то, скандинавы, они такие, вообще чухоморы, какие-то непонятные стили, вроде деньги есть, да, там, собственно, одеваются, как эти, как оборванцы, да, а бритиша всегда вот эти, они же там это, всегда там наглаживались, начищались, там, знаешь, это, ждали там эти уикенды, там все, ну, любили это покрасоваться, там, кросчи белые, там все дела. Что там за история, что и Миллволл, и Челси как-то ездят на матчи Глазго Рейнджерс? Ну, слушай, это лоялистские темы. Ну, это, как считается, такая, типа, патриотическая штука, типа, кто настоящий брит, тот там ездит. Они там, да, собственно, в одном котле варятся. Это при том, что, в принципе, у Миллволла и Челси есть тоже какое-то противостояние определенное. Ну, там такое, знаешь, как бы, Челси-то в основном зарубы с Тоттенхэмом такие были самые. Ну, Миллволл-то, конечно, раздражитель. Там Челси всегда были номер 3 в Лондоне, как-то получалось. Я тебя прервал. Как же знаменитый крик из фабрики? Yes! Fucking yes! Yeah! Where's fucking Millwall? Ну, это... Ну, а ничего, что это как его, я забыл. Кто орал-то fucking Миллволл-то? Он же за Миллволл болеет. Хотя ты имеешь в играл. виду? Да Харпер актер же, он же миллвольский чувак. Так, и как ему интересно Ну, я игралось? не знаю, я с ним не общался. Ну, а что говорят про это? Ну, так поржали, конечно. Смотри, вы когда приезжали туда из России, говорили о том, что здесь уже чистые руки, здесь уже отказ от всех подручных средств. Как там на это реагировали? Ну, так, они, знаешь, типа из серии спросили, а зачем? Зачем? Ну, они, у них уже вот это все, это культура там столетиями, понимаешь, то есть это стабинг, это бутылки всякие, вот эти плевки, тычки, блин. Ну, там, то есть, особо такое в основном. Но у них это, наверное, не только футбол, а, собственно, way of life какой-то англичан. Они ж такие-то в основном громкие. Там спортиков-то не очень много. Они так вот. Сейчас там хоть что-то появляется такого характера? Слушай, ну я там не был, как бы, насколько я знаю, особо там молодняка. Там все традиции, там, собственно, меняются, и все стараются быть похожими на этих.
Но, собственно, там, исходя, наверное, из реалий современности, там какие-то вот видеонаблюдения, там уже вот это средства отпаливания мобил, уже, наверное, все не то, конечно, таких не будет уже акций, как там, здесь там тупики там с автобусами сожженными, там, да, блин. Это когда они там все эти указатели какие-то Да, меняли? они не только указатели меняли, там же люди стояли еще в форме дорожных рабочих, ну, это направляли. Там же они просто поставили указатель, и людей еще дорожных рабочих, 2 человека показывали направление. Так бы водил-то, может, и не поехали никуда. А так, ну и так, потом там нормально, да. Ну а что тоже нормально? Ну да, сама по себе акция это крутая, там, да, фантазия нормальная. Ну а так что, толпа выскочила там, и всех камнями, там, палками забили, собственно, и все автобус сожгли. Ну такой тоже все, знаешь. Сейчас, когда приходит... Собаками потравили, там же собак натравили, еще каких-то там. У нас в свое время все ушло в лес, там же ведь тоже как-то это какие-то... Нет. Вообще нет? Вообще нет, это прям... Мне кто-то рассказывал, что тут какие-то были тут, но... Да вот недавно был. Серьезно, был какое-то видео гулял, где там какие-то ребята. Слушай, ну для меня это открытие, потому что, ну, блин, я что-то даже вот теоретически не представляю. Я говорю, может, поляки там какие-нибудь в лесу были, может быть. Вот поляки могли там в лесу, там, в каком-нибудь лесопарке. И назывались Милоу? Ну, а чё бы нет, там, знаешь, ну, там, может, там квартиры купили где-нибудь, там, в Пэхаме, и сразу Милоу стали, что, нормально. Ну, не знаю. По крайней мере, пабы они скупили нормально, поляки. То есть они все эти какие-то полуразорившиеся пабы за бесценок скупили и нормально все подняли. Все, Лех, Тыски продают пиво. Пожалуйста, приходи, пей. Очень круто, кстати. А перед тем, как продолжить, хочу порекомендовать проект «Банды Британии», который выходит на канале «Невиданный футбол». Парни рассказывают о самых известных хулиганских фирмах Англии и уже выпустили несколько эпизодов. Про Челси, Миллволл, Ноттингем Форест и Бирмингем. Полное погружение в британский стиль и старые добрые времена. Ссылка в описании. Была группа ВКонтакте. Паблик. Там периодически до сих пор печатаются какие-то там анонсы, ньюсы, чего-то, какие-то фотографии, там еще. Который, кстати, парень из Брянска, Парень из Брянска основал, да, вот, да. Юрий, И привет. он там, сам, да. Примерно параллельно же с этим я начал вести в телеграм-канал про Миллоу. Это все где-то порядка 2,5 лет назад. И одновременно с этим клуб решил, что надо обозначать свое присутствие в других странах. Клуб Миллоу, в смысле. Они решили, что, в принципе, да, уже пришла пора, они до этого вообще никак ничем не занимались, и Максу предложили возглавить клуб Да, я там болельщиков. Да. тупо просто примелькался, как бы много знал людей. Ну, вот, когда возник вопрос по региональным филиалам этого фан-клуба, ну, это официально фан-клуб, как бы от команды, предложили здесь этим заняться. Ну, ради бога. Совместили приятное с Вот полезным. примерно этим и занимаемся. Я думаю, что это очень круто. У нас много соратников из разных стран мира, которые приезжают в логово болеть с нами. Я хорошо знаю Максима, лидера российских болельщиков Миллуола в Москве. Макс, если ты это видишь, мое уважение. Сейчас фан-клуб там выпускает карты, как бы, членов клуба. Вот мы здесь там даже договорились, и здесь нам, да, скидку дают по ним, там, ну, то есть какие-то там ништяки там для своих людей там организовали. В этом году порядка 60 человек у нас. Слушай, ну для меня вот откровение было, что парни тут у нас собираются, как бы я приехал, там нормальные, все адекватные, умные люди, причем такие знающие футбол. Это прежде всего, знаешь, любители футбола. Они же там как бы всю статистику знают. И к моему вещему позору я тут, знаешь, как это как школьник просто слушаю. Я-то там это все спирит любил, а они прям все вот, кто где что играет, какие селекции у них тут. Ну, занимаются люди, прикольные, клуб единомышленников. Причем так официально признаны даже как бы. Все там, мембершип официально как бы нормально. Мы стараемся, чтобы больше делать акцент на футбол. Да? То есть я вот и в Телеграме пишу в основном о клубе, о футболе, об играх, там, о игроках, о каких-то там, да. Понятно, что есть там хулиганская составляющая, это отдельная песня. Ну, большинство, наверное, и привлекает, собственно говоря, там, да. Но как бы, но это прошлое. Сейчас как бы в основном это футбол, это развитие, это движение, да. И мне приятно, что люди подписываются, количество увеличивается. То есть мечта, чтобы там, хотя бы человек 20 приходило каждый раз на каждую игру. Ну, даже не то, что мечта, знаешь, в том, желание. чтобы мечта, ну да, мечта в том, что, ну, человек как бы интересуется, если этой темой, хочет посмотреть матч, да.
Он знает, что сюда можно прийти, там, вот мы там оплачиваем эти трансляции, как бы здесь смотрим официально этот канал клубный, там. Ну, вот кто хочет, ради бога, там, welcome. Для понимания, бюджет, ну не бюджет, а суммарная стоимость всех игроков, она в районе 32-33 миллионов фунтов, да, вот в этом сезоне. А у первой четверки, которая будет бороться за выход, ну, из них двое выйдут напрямую, а двое, видимо, будут там играть в плей-офф, там за 130. Тут выше головы не прыгнешь, и то, что клуб, ну, он там в десятке, в прошлом году он 11-й был, в позапрошлом 8-й, но это очень хорошо. Победы хотят все, это понятно, да? Но люди понимают, что выход, вход, он будет в следующем году выход. Сразу. И это будут большие финансовые потери для клуба в принципе. Аура потеряется. Есть. Есть, у большинства причем. То есть люди не хотят этого, они Люди не хотят, чтобы были вылетать. туристы на стадионе, они не хотят, чтобы цены на билеты там в 3 раза выросли, они не хотят там вино, блин, а хотят там, говорит, я лучше теплое пиво буду пить там с этой сосиской своей там или там с этим пирогом, блин, ну реально не хотят, очень многие причем. То есть они, когда доходят до плей-оффа, все вроде как, ну естественно топят, да, там Слава богу, что не болеют, но в итоге главное не вылететь. Но с другой стороны, опять же, кучу мнений слышал, там, ниже лига, интереснее выезда, типа там. То есть, ну, особо не парятся люди, то есть, главная атмосфера. Короче, у нас есть твиттер, там официально от клуба нам дали аккаунт. Мне сказали, что будут освистывать. Я думаю, ну, интересно, блин, надо как-то это выложить в массы, чтобы обратили внимание, там, власти. Ну, такая цель у меня была. И с трансляции я заскринил этот кусочек и выложил в твиттер. Как выложил, что-то и забыл там. Проходит там буквально еще первый тайм не кончился. Мне пишут из клуба, удали твит. Я говорю, а что твит-то? Говорит, удали, говорит, это. Я говорю, а почему? Короче, я зашел, у меня за полчаса там почти 650 тысяч просмотров, короче, этого видео в твиттере. Со ссылками там на всякие скайи там, короче. Ну, в общем, понял, что я кашу заварил. Естественно, я его удалил. В итоге мы давали интервью Сану. В итоге, да, к нам приехал Саннер, это расспрашивал, спрашивал, почему что вы тут Милола делаете, свистывает, почему такое происходит. Почему Милола свистывает было. Как на это в России смотрят? В итоге клуб договорился с лигой, объяснил, что мы не против. Там, мы не за расовую дискриминацию. Не, мы против выражения протеста против расовой дискриминации таким способом. Чтобы не смешивать футбол и политику, да, как бы делайте какие-то другие дела, да, другие действия, а футбол пусть футболом остается. Закончилось тем, что команда выходит с табличкой. Первые 2 матча. Да, где написано там типа мы вместе. Да, мы и все становятся, расизма, там, ну, а в команде да. есть черные, есть и белые, есть и серые, там Кстати, разные, да. И, кстати, неплохой он сегодня играет, там Малком Ромео, да, как бы правый латераль. И как бы все вот стали, обнялись, и вот несколько фото, потом это уже никому не надо было. 2 матча сейчас, они это сделали, вот сейчас мы не встаем на колено. Да, ну все там это, конечно, все. Тебе нравится? Что? Нет, конечно. Как мне на это реагировать? Да это так, это новомодный тренд ввели, да и все. Да, слава богу, что наш ни колени хоть не преклоняет. Пока что хоть. Да, пока что. Сейчас июль был месяц прайда, когда везде там логотипы клубов окрашивались Ну пока мы с этим радужные цвета, не готовы еще да? бороться, может как-нибудь займемся. И везде есть и болельщики, и уже чуть ли не будут трибуны болельщиков нетрадиционных ориентаций. Да, и вот это вот в этом направлении движется. Милол сделал лучше. Они организовали команду. Гей-клуб. Да. Отдельную. Вообще. Со своим там твиттером. Называется Millwall Romance. Играют они хрен знает где. Ну, где-то в каких-то, наверное, любительских. Да, для всех и хрен знает на каком стадионе. То есть, если ты хочешь поддерживать
вот эту вот часть населения к тебе вон туда. Я думаю, большая часть про него Радикальная не общественность суровая понимает, что лучше вот так это надо сделать, чем если вот эти придут на трибуну, сядут рядом, понимаешь? Не, ну смотри, у них там они, не знаю, по-моему, Твиттер или что-то у них там. Они в какой-то Твиттере что-то создали. ведут, Ну, там они там свое, они там выкладывают, что-то выкладывают с флагами этими, там с радугой, еще там чего-то. 3 просмотра, там 5 лайков, там как бы все. Ну, то есть дали им свою эту Всё, волну. да, Занимайтесь, хотите, да. Ну, не занимаются как-то. что-то Примерно делают. как телеканал «Дождь» в России, да? То есть, вот вам. Ниша есть, да. Нишу, вот, Пользуйтесь, да. и вещайте. Не скажу, что там все прям какие-то там правые там или что. Есть люди абсолютно нормальные. Я турков много видел там, как бы, причем таких уважаемых людей, которые давно общаются. То есть то, что показывали вот в фабрике футбола, это в принципе это как бы реально имеет место быть. Я слышал, вы, фаны Челси, разобрались с Тоттенхэмом в выходные. Было дело, я слышал, вы, фаны Миллуолл, разобрались в помпе. То, что турки входят в движуху. Да, да. Они в Бушвекерсе, да, ходили. В Бушвекерс были такие более-менее, ну, там и темнокожие были там, и все, там, как бы, особо там не было. Они были вне политики. Единственное, наверное, правые были это Тритман больше всегда, как бы. Вот, ну и в топ-то как бы в основном такие были, белое большинство. Там все связано все-таки с криминальной. Да, с криминальной, ну, соседское дерби, в принципе, мерились писюнами, там, грубо говоря, кто из них круче. А по идее, что одни отребья, что другие отребья, понимаешь, взять, ну, только там на разных сторонах улицах, то есть, ну, да. Ну, с переменным успехом, но я что-то не помню, чтобы это самое... ну как, они скинули одного на рельсы Милольского, это Прат, что ли, фамилия у него была. В конце 70-х там замокрили. Но эти потом отмечали. Да за всю историю там особо Милольских только так умывали по футболу. Челсиский один раз там, Шедвилл мы сделали, трибуну их удерживали там несколько минут. Ну и эти, конечно, приезжали... Бристоль Ровер, что Бристоль, да, они там все время постоянно их. Шотландцы тогда навели шороху, помню, из Хайбериана, что ли, разгромили там всех нахер. Миловольских до сих пор они вспоминают это прям как позор. Ну, большинство, вот, ну, как вот я так в приватных беседах там спрашивал, у всех мнение, что, ну, просто какие-то сроки, там, срок дали нереальный, то есть за, там, простую пьяную драку, как бы, да. То есть, если ты пришел, так бы они что ж там не с улицы пришли, не мимо проходили. Одно дело, если бы там ты вышел и напал там на прохожего какого-то там, да. А так они за тем же приехали, собственно говоря. Ну, слушай, они русские всегда котировали, то есть, как бы там никто, они всегда понимали, то есть, смотрели же там, я им показывал видосики всякие веселые, нашу общедоступную хронику там всяких замесов, там, да, люди удивлялись. Они, ну, а как бы, ну, кто в здравом уме, они всегда понимали, что Англия это не number one уже давно. А что там, в принципе, это было ожидаемо. Они как бы, один дерется, 10 орут, ну, то есть там или кидаются. Ну, конечно, можно выхватить и там, я спору нет, и порезать тебя могут там запросто, но они дерьмовики, а наши-то на чистых руках. Больше политизировано в плане общего там движа против России, там, ну, как вот по их мнению. Но я его, в принципе, поддерживаю. Слушай, ну ты же наверняка там общался и здесь с людьми, скажем так, совсем отчаянными, которые вот у нас как-то переходят за рамки уже, да, там в своем поведении каком-то там. Ну, таких людей там, они в чем-то легендарны, да. А там же тоже есть, откровенно, ну, вот сумасшедшие люди. Есть сумасшедшие, там было несколько сумасшедших. Один там очень даже такой известный человек из Челси, Хэдхантерс, ну, всем известный Энди Фрейд. Не смей, я бывший полицейский, ему заткнись, дескать, сейчас ночь глухая, никто не увидит. Такой хороший мой знакомый был. Но такой семьянин, любит детей, там, но может там за собачкой убирает кал, допустим, знаешь, там ходит с пакетом. Я говорю, ты же... А он говорит, а как по-другому? То есть они, интересно, у них парадоксально, они, знаешь, такие в быту обычные дьяханы, а могут там и, собственно, и порезать кого-нибудь. Ну, когда там уходят они на футбол, они вот, может, там
на футбол, там просто где-то вот тусуются, они подбухивают потом. Ну, такая у англичан очень развита синяя бычка, то есть там, понимаешь, по синей, ну, как наши, особенно за ВДВ, там за Ингланд, за королеву, там такие темы делают. Боление за любую иностранную команду – это внутренняя миграция. Ну, это так и есть. Ты эмигрируешь вон туда. Вон они там бегают, да? То есть, потому что если ты живешь здесь, ты пойдешь вон. Тут недалеко. Да. То есть люди что-то здесь потеряли и пытаются найти. Для меня лично очень важна вот честность. Да, то есть футбол честный. Я вон ращу ребенка, который занимается футболом, но я это вижу, ну, как изнутри, из первых рук. Зная всю вот эту вот подноготную и чуть ли не до финансовых потоков, как они идут, откуда, зачем и почему, и как все это происходит. Они рубятся, у них 30 миллионов, они пытаются выйти в плей-офф. Да, ну вот, да. То есть здесь нету, я же говорю, вот там падающих Неймаров или там Стерлингов, да. Здесь как бы вырывают ноги с мясом. И даже не мода, да не мейнстрим, а просто как бы, видимо, по душе. Кто-то, может, там был, кто-то втянулся, кто-то, может, изначально, как Максим, энтузиаст же, большой же своего дела, молодец. У таких людей все держится. Почему, наверное, я туда езжу? За атмосферой, за к людям, там, которые ты уж там десятки лет знаешь. Атмосфера футбола, атмосфера вот этих пабов английских, там, как бы мы туда стараемся там пару раз в год ездить обязательно. Вот дочку я возил уже 2 раза там. Ну да, только там, знаешь, можно прийти на футбол, там какая-нибудь девочка будет сидеть на плечах у папы, материться так, у тебя уши вот так вот склеятся. Там такая отборщина, там в фильмах на Гая Ричи, наверное, так не матерятся, как она матерится. А там нормально, как бы все круто. Ребят, спасибо вам большое, что погрузили здесь, в Москве, в такой небольшой островок настоящего честного футбола. Я хочу вам, конечно же, вручить футболки нашей программы. В этот раз они не просто с надписью «В движе» здесь, да, на фронтальной стороне, но и с той самой эмблемой Millwall сзади, да. Оп. Спасибо большое, Антон. Валер, тебе тоже такую же. Носите с удовольствием, вспоминайте нашу программу. Спасибо тебе, очень рад был знакомству. Кто хочет, значит, мы здесь регулярно собираемся, смотрим матчи, у кого есть желание. Там вот есть у нас телеграм-канал, там есть анонсы, трансляции, приходите, всегда рады встретить. У нас есть подарок для подписчиков канала твоего. Значит, это вот наш шарф фирменный. Millwall Россия. Значит, в этот раз среди подписчиков нашего канала мы разыгрываем не только футболку в движе черного цвета, как делаем это обычно, но еще вот совершенно такой уникальный приз. Это шарф Millwall Russia. Пишите в комментариях о ваших симпатиях к любым английским командам. Мы будем выбирать 2 победителя и потом отправим вам футболку и вот этот шарф, где бы вы ни находились. Но вы всегда будете в движе.